Представьте место, куда даже самые смелые воины древней Месопотамии боялись войти. Лес, который не принадлежал людям. Лес, где деревья были выше храмов, где туман скрывал не только дорогу, но и то, что находилось между мирами. Говорили, что человек, попавший туда, начинал чувствовать чужое присутствие, будто за ним наблюдали, будто сам лес ждал его ошибки. Но самое страшное было не в деревьях, а в том, кто находился внутри. Тысячи лет назад шумеры рассказывали историю о существе, которое охраняло это место. Существе, перед которым даже герои испытывали страх. Его имя — Хумбаба. Но что, если древние ошибались? Что, если он не был чудовищем, которого нужно было уничтожить? Что, если он был последним препятствием между людьми и чем-то гораздо более опасным? Но прежде чем мы продолжим, если вы еще не видели первую часть этого цикла, обязательно посмотрите ее после этого видео. Ссылка уже появилась в подсказке сверху. А сегодня мы отправимся туда, где начинается одна из самых загадочных историй шумерской мифологии – в Кедровый лес. Для жителей Месопотамии это было не просто место, где росли деревья. Это была граница, территория богов, земля, куда человек не должен был приходить без разрешения. Потому что там находился хранитель леса – Хумбаба, или Хувава, как его называли в древнейших текстах. Согласно легендам, сам бог Энлиль поставил его охранять этот край. И здесь появляется первая загадка. Если Хумбаба был воплощением зла, почему именно ему доверили защиту священной земли? Почему боги выбрали не героя, не человека, а существо, которого все должны были бояться? Возможно, ответ заключается в том, что Хумбаба не был разрушителем. Он был стражем, последним предупреждением для тех, кто хотел взять то, что им не принадлежало. Когда Гильгамеш и Энкиду отправились в Кедровый лес, они знали, что идут против запрета. Они не искали спасения, они искали славу. Но чем глубже они заходили среди древних деревьев, тем сильнее становилось ощущение, что они находятся не на охоте, а внутри чужого мира. В текстах говорится, что Хумбаба обладал особой силой. Его присутствие само по себе вызывало ужас. Его изображали с нечеловеческим лицом, покрытым странными линиями, словно древние художники пытались показать существо, которое невозможно сравнить ни с человеком, ни с зверем. Но настоящая тайна Хумбабы была не в его внешности, а в том, почему после его гибели начались события, изменившие судьбу самого Гильгамеша. Победив хранителя леса, герои получили не только славу, они нарушили древний порядок. И, возможно, шумерский миф оставил нам предупреждение. Иногда самое страшное существо существует не для того, чтобы уничтожить человека. Иногда оно стоит между человеком и тем, что ему никогда не следует открывать. Но Хумбаба был лишь первым испытанием, потому что следующий герой нашего списка сделал то, чего не осмеливался никто. Он украл силу, принадлежавшую богам, и его поступок едва не изменил весь мир. До появления первых городов, до первых храмов, до того, как человек поднял первый камень, чтобы построить свой дом, и до того, как первые жрецы записали имена богов на глиняных табличках, существовало время, когда мир еще не имел формы. Не было неба, не было земли, не было законов, по которым все должно было существовать. Была только бесконечная тьма и древний океан, в котором скрывалась сила старше самих богов – Тиамат. Но самое страшное в ее истории не то, что она могла уничтожить мир. Самое страшное, возможно, именно из нее этот мир когда-то появился. Для жителей древней Месопотамии Тиамат была не просто богиней.
Она была воплощением первозданного хаоса, силой, которая существовала до добра и зла, до порядка и разрушения. Она не была чудовищем в привычном понимании. Она была чем-то настолько древним, что даже боги были лишь ее потомками. В отличие от Хумбабы, который охранял запретный кедровый лес, Тиамат не защищала одно место. Она сама была границей между существованием и пустотой. Согласно древнему эпосу Энума Элиш, из ее вод появились первые боги. Но те, кто родился из Древнего океана, однажды решили изменить порядок, существовавший с начала времен. Они больше не хотели подчиняться старым силам. И тогда произошло то, чего боялись даже сами боги. После гибели своего спутника Апсу Тиамат изменилась. Та, что когда-то была источником рождения, стала силой возмездия. Древние тексты рассказывают, что она создала армию чудовищ, драконов, змей и существ, созданных не для жизни, а для войны. Это был не просто поход против богов, это был сам хаос, который поднялся против нового мира. Но здесь появляется главная загадка этой истории. Была ли Тиамат настоящим воплощением зла, или она была последней древней силой, которая пыталась остановить тех, кто решил уничтожить старый порядок? Ведь историю всегда пишут победители, а в этой истории победителями стали молодые боги, которым нужен был новый мир. Напишите в комментариях, как вы думаете, Тиамат была разрушительницей или защитницей древнего мира? Возможно, именно ваш взгляд ближе всего к тайне, которую оставили нам шумерские и вавилонские тексты тысячи лет назад. Против Тиамат выступил Мардук, бог нового поколения. Но это была необычная битва. Это было столкновение двух эпох. Когда Мардук вышел против нее, перед ним стояла не просто враг, перед ним стояла сила, породившая самих богов. Легенды описывают момент, когда древний хаос столкнулся с новым порядком. Буря против океана. Молодой бог против существа, которое существовало еще до начала мира. Согласно мифу, Мардук победил Тиамат и разделил ее тело, создав из него небо и землю. Из останков древней силы появился новый космос. Но именно здесь скрывается самая тревожная мысль этой легенды. Если первый мир был создан из тела побежденного хаоса, значит ли это, что хаос действительно исчез? Или он просто стал частью всего существующего? Возможно, поэтому имя Тиамат пережило тысячи лет. Она была не просто чудовищем из древней истории. Она была напоминанием о том, что даже самый красивый порядок когда-то появился из бездны. Что за каждым созданным миром всегда остается тень того, что было до него. Но если Тиамат была страхом перед силами, существовавшими до самого мира, следующая история расскажет о другом ужасе. О существе, которое не разрушало Вселенную и не сражалось с богами. Оно приходило вместе с ветром. Его нельзя было увидеть заранее, его нельзя было остановить мечом, и люди верили, что его дыхание могло принести болезнь даже в самый защищенный дом. После Тиамата остается ощущение, что самые страшные силы древнего мира существовали еще до появления человека. Но следующий ужас был гораздо ближе. Он не скрывался в глубинах первозданного океана, он не ждал битвы с богами. Он приходил тогда, когда человек оставался один, ночью, когда город погружался в темноту, когда огонь последней лампы становился слабее, а за стенами дома начинал выть ветер. Древние жители Месопотамии верили, иногда самое страшное зло приходит не в облике армии или чудовища из легенд. Иногда оно приходит незаметно, вместе с дыханием воздуха. Его имя – Пазузу. В древних текстах его описывали как существо, которое словно собрали из самых страшных кошмаров человека. Голова льва или хищного зверя, огромные глаза, которые будто видят сквозь темноту, острые зубы, крылья, способные подняться над землей, когти хищника и тело, которое больше напоминало воплощение древнего страха, чем живое создание. Но самое пугающее в Пазузу было не его внешность. Самое пугающее заключалось в том, что он был связан с тем, чего человек никогда не мог полностью контролировать – с ветром.
Для жителей Месопотамии ветер был не просто движением воздуха. Он мог приносить жизнь, но мог приносить и разрушение. С горячими потоками приходили болезни, засуха и бедствия. Люди видели последствия, но не понимали причину. И там, где человек не находил объяснения, появлялся страх. Они верили, что за этими разрушительными ветрами стоял Пазузу, владыка бурь, болезней и несчастий. Но история этого существа становится еще более загадочной, потому что люди не только боялись его, они обращались к нему за защитой. Они создавали амулеты с его изображением и носили их рядом с собой. Почему человек выбирал защитником именно того, кого считал воплощением ужаса? Потому что в древнем мире существовало страшное правило: иногда остановить один кошмар может только другой кошмар. Представьте ночь в древнем городе. За глиняными стенами начинается буря, ветер ударяет в дверь, пламя лампы дрожит, где-то далеко раздается вой. Человек просыпается и первым делом смотрит не на оружие и не на стены дома. Он смотрит на небольшой амулет с лицом существа, которого сам боится, потому что верит, пока этот образ рядом, тьма не сможет приблизиться. Пазузу считался одним из немногих существ, способных противостоять Ламашту, демонице, которую связывали с болезнями, ночными кошмарами и угрозами для матерей и детей. Люди верили, что его страшный облик мог отпугнуть ее и заставить отступить. Но здесь появляется главная загадка. Кем был Пазузу на самом деле? Демоном, которого люди пытались одобрить, или древним защитником, чей ужасный образ был единственным оружием против еще большей угрозы? Как вы думаете, почему древние люди доверяли свою защиту именно того, кого сами считали страшным существом? Пишите свое мнение в комментариях. Возможно, именно этот парадокс и объясняет, почему образ Пазузу пережил тысячи лет. Он стал символом самого древнего страха человечества, страха перед невидимым врагом, перед болезнью, которую нельзя остановить мечом, перед ветром, который приходит из темноты и приносит неизвестность. Но если Пазузу был существом, которое использовал страх как защиту, следующая история расскажет о том, кто больше не хотел защищать порядок мира. Он хотел завладеть им. Он увидел силу богов и решил, что она должна принадлежать ему. Он не охранял тайны, он не служил высшим силам, он решил украсть то, что определяло саму судьбу мира. После Пазузу мы видим страх, который жил рядом с человеком. Но следующий ужас древней Месопотамии был направлен уже не против людей. Он угрожал самим богам. Потому что иногда самые опасные враги приходят не из тьмы и не из далеких земель. Иногда они появляются среди тех, кому ты доверял. Его имя – Анзу. В древних текстах его описывали как огромное существо с телом льва и головой орла. Его крылья могли закрыть небо, а его сила была настолько велика, что даже боги относились к нему с осторожностью. Но настоящая причина страха перед Анзу заключалась не только в его внешности. Он был тем, кто решился сделать невозможное. Он захотел украсть саму силу, которая определяла порядок мира. Согласно древним преданиям, Анзу служил богам и охранял священные места. Он видел тайны, которые были недоступны обычным существам. Он знал, как устроен мир. И однажды он понял, что может получить власть, которой не обладал даже он сам. В центре этой истории находятся таблицы судьбы, священный предмет, который в представлениях Месопотамии определял законы Вселенной. Тот, кто владел ими, получал возможность управлять судьбами богов и людей. Это была не просто драгоценность, это был ключ к самому устройству мира. И тогда Анзу совершил то, чего никто не ожидал. Он похитил их. Представьте момент, когда сами боги понимают, что их власть больше не принадлежит им. То, что должно было оставаться вечным, оказалось украдено одним существом. Законы мира больше не были защищены. Судьба оказалась в руках того, кто не должен был ею владеть. В этот момент Анзу перестал быть просто чудовищем.
Он стал угрозой самому порядку существования. Но здесь возникает главный вопрос. Почему Анзу пошел на такой риск? Он хотел уничтожить мир, или он верил, что имеет право занять место тех, кто управлял им? Как вы думаете, был ли Анзу настоящим врагом богов или первым существом, которое решило бросить вызов их власти? Напишите свое мнение в комментариях. Такие загадки древней Месопотамии до сих пор разделяют исследователей и заставляют задуматься, насколько хорошо мы понимаем мифы, которым уже тысячи лет. И если вам нравится, когда мы раскрываем забытые истории древнего мира, поддержите этот выпуск лайком. Для нас это помогает создавать новые расследования о тайнах прошлого. Но история Анзу только начиналась. Боги не могли позволить тому, кто украл таблицы судьбы, остаться безнаказанным. Началась охота. Один за другим великие боги пытались вернуть утраченную силу. Но Анзу оказался не просто вором, он был существом, которое получило власть, способную изменить все. И чтобы вернуть порядок, богам пришлось найти того, кто сможет бросить ему вызов. Эта история стала предупреждением. Даже самые могущественные силы могут потерять контроль, если кто-то однажды решит украсть их тайны. Но если Анзу был тем, кто попытался забрать власть у богов, последняя история покажет другой вид ужаса. Не того, кто крадет силу, не того, кто бросает небеса, а того, кто приходит незаметно, через болезнь, через слабость, через страх, который невозможно увидеть. Древние жители Месопотамии знали множество историй о чудовищах, богах и силах, способных изменить судьбу мира. Но самый страшный враг не имел огромных крыльев. Он не охранял запретный лес, не сражался с богами. Его нельзя было увидеть, нельзя было поймать, нельзя было победить оружием. Он приходил незаметно, иногда вместе с жаром в теле, иногда среди ночной тишины, когда человек понимал, что больше не контролирует собственную жизнь. Его имя сохранили глиняные таблички, пережившие тысячи лет – Ашакку и Утукку. Для жителей древней Месопотамии болезнь была не просто недугом, она была невидимым врагом, способным прийти без предупреждения и забрать все. Никто не видел его лица, никто не знал, откуда появляется. Ашакку связывали с лихорадкой, истощением и мучительной слабостью. Утукку представлялись беспокойными духами, выходящими из тьмы, чтобы преследовать живых. Их боялись сильнее многих чудовищ, потому что от них невозможно было убежать. Представьте древний город. Ночь опускается на узкие улицы. Последняя лампа едва освещает комнату. За стенами слышен только ветер. Человек лежит в темноте, чувствуя, как с каждой минутой силы покидают его. Перед ним нет врага, которого можно победить мечом. Есть лишь тишина и неизвестность. Именно неизвестность была самым древним страхом человечества. Поэтому жрецы проводили ритуалы, читали заклинания и оставляли на глиняных табличках слова, которые, как они верили, могли защитить человека от невидимого зла. И именно здесь становится понятен настоящий смысл всех этих историй. Хумбабба был страхом перед запретной границей, Тиамат – страхом перед хаосом, существовавшим до рождения мира, Пазузу – страхом перед невидимой угрозой, приходящей вместе с ветром, Анзу – страхом перед тем, что даже установленный богами порядок может быть разрушен. А Ашакку и Утукку стали воплощением последнего и самого древнего страха – страха перед тем, что человек не способен понять. Прошли тысячи лет. Мы научились лечить болезни, покорили небо, исследуем далекий космос. Но чувство тревоги перед неизвестным никуда не исчезло. Оно просто изменило свое лицо.
Возможно, именно поэтому древние мифы до сих пор заставляют нас замирать. Потому что они рассказывают не о чудовищах, они рассказывают о нас. Если это путешествие в мир древней Месопотамии было для вас интересным, поддержите выпуск лайком и подпишитесь на канал «Архивы Неппура». А в комментариях напишите, какое существо показалось вам самым страшным и почему. Мне будет интересно прочитать ваше мнение. И кто знает, возможно, прямо сейчас под слоями песка лежит еще одна глиняная табличка. История, которую никто не читал 4000 лет. История, способная вновь заставить нас взглянуть в темноту и задать тот же вопрос, который задавали люди задолго до появления первых империй. Что еще скрывает прошлое?